Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о подарках, которые могут приносить ваши враги, а также уделим внимание уникальной практике, с помощью которой вы можете вернуть все зло вашим врагам обратно, и при этом все то зло, которое они на вас направляли, посылали, говорили, друзья, это все вернется им обратно. Давайте с вами, друзья, далее более подробно в этом видео. Вы знаете, большинство людей любят получать подарки, и это ощущение у них возникает даже не потому, что у них появляется что-то новое, что это льстит, так как человек потратил время, выбирая подарок, а значит, вложил в это кусочек души. Но и такое ощущение появляется на энергетическом уровне, ведь подарок, который вызывает приятные эмоции, в этот момент притягивает потоки положительных энергий, которые оказывают благоприятное влияние на жизнь данного человека. Есть категория людей, которая больше любит дарить подарки, чем их принимать, так как им нравится делать мир вокруг себя лучше, а жизни дорогих им людей счастливыми. Им хочется подарить не только вещь или предмет, а эмоцию и улыбку. Они получают от этого удовольствие, ощущая энергетический прилив счастья и в свою жизнь. Подарки от таких людей не только излучают свет, их приятно держать в руках, использовать в быту, носить, но и они способны приумножать светлые энергии того, кто их будет использовать себе во благо. Данная категория людей не ждет похвалы или же какую-то благодарность. Для них главное счастье, которое они будут видеть в глазах других людей. Таким людям благоволит Вселенная, даже в жизни преподносит свои подарки, радуя их, наполняя их жизнь добром и изобилием. Но, к сожалению, не всегда на жизненном пути встречаются такие люди. Даже если встречаются, то в небольшом количестве. Больше людей, которые излучают негатив и недоброжелательность, одни не стесняются это показывать, другие за своим хамством прячутся, как за защитной стеной. А все, что делают, дарят, преподносят так, что это как будто что-то очень особенное. Такие подарки опасны, так как они напитаны не только негативными энергиями, но и жадностью. Ведь те, кто их преподносят, делают это не с открытой душой, чистым сердцем, и, соответственно, это все. А потому пришел момент, когда они должны это сделать, или же определенные обстоятельства их вынуждают. Приняв такой подарок, вместе с ними можно получить как череду неприятностей, так и денежные проблемы, которые будут расстраивать. Но есть еще и третья категория людей. Как вы знаете, это наши недоброжелатели, это наши враги, люди, которые дарят подарок для того, чтобы причинить непоправимый вред тому, кому они его преподносят. Перевернуть жизнь данного человека, а порой и вовсе ее разрушить, или же отобрать то, чему они очень сильно завидуют и что желают, несмотря ни на что, иметь в своей жизни. Такая категория людей ни перед чем не остановится, ведь для них важно, чтобы тому, кому они завидуют и на чьем месте желают отказаться, а оказаться было плохо, чтобы жизнь такого человека наполняли беды и несчастья. Для этого они готовы не жалеть сил, времени и даже денег. Поэтому с подарками нужно быть очень осторожными. Если вам его преподносит тот человек, от которого вы бы не ожидали каких-то приятных действий, стоит сразу отказаться, так как поменяться в лучшую сторону человек не может, он может затаиться, а в нужный момент совершить определенные действия, которые ничем хорошим для вас не обернутся. Также, получая подарки, обязательно нужно прислушиваться к внутреннему чувству, к ощущениям. Если вас что-то смущает или же вы ощущаете, что от данного подарка веет холодом, вас от него как бы отталкивает или нет желания брать его в руки, он не вызывает приятные эмоции, а наоборот, ваше настроение начинает ухудшаться, вы ощущаете какое-то эмоциональное давление на себя, или кажется, что в один момент какой-то тяжелый груз ложится вам на плечи, начинает болеть голова, перехватывает воздух. Это все указывает на то, что подарок дарится не с хорошими помыслами и пожеланиями, поэтому от него нужно что сделать? Отказаться. Но если такой возможности у вас нет, то трижды скажите про себя такие слова:
Подарок брать этот не хочу, так как негатив от него ощущаю. Поэтому только вещь беру, а для негатива стену выставляю, его не принимаю. После чего трижды плюньте через левое плечо. Если такой возможности на данном этапе нет, сделайте это мысленно, после чего мысленно перекреститесь. Так вы убережете себя от негативного влияния, которое данный человек хочет передать вам вместе с этим подарком. Но если вы ощущаете, что когда вам дают данный подарок, дрожь по всему телу, в голове сразу всплывают какие-то негативные мысли, появляется ощущение страха и хочется отступить назад, то это говорит о том, что на данный подарок наложена порча. Поэтому срабатывает защита вашего энергетического поля, указывая на то, что такой подарок ни в коем случае брать нельзя, так как он разрушит вашу жизнь и отберет у вас то, что вы очень цените. Может лишить вас и здоровья, без которого вы больше не сможете покорять новые вершины, добиваться успехов, жить прекрасной и разнообразной жизнью. Может быть и такое, что данный подарок сделан на бедность, и с его присутствием у вас начнет преследовать безденежье. Поэтому в таком случае не рискуйте, а лучше вовсе откажитесь от него. Даже если тот, кто его преподносит, обидится на вас, он же не боится причинить вам вреда. Да и данный человек не обидится. Он на время будет играть такую роль, после чего вновь, как ни в чем не бывало, появится в вашей жизни, для того, чтобы и дальше иметь возможность на нее негативно влиять. Поэтому в таком случае стоит сделать вывод и держаться от такого человека подальше. Ни в коем случае ничего ему не стоит рассказывать и не приглашать в дом, так как последствия могут быть вовсе непредсказуемые и неприятные. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же определить подарок от недоброжелателей, определив его и по другим признакам, которые обязательно нужно знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, ведь лучше быть проинформированным, чем не знать и не понимать, что собираются причинить вам вред. Итак, если вам дарят подарок, который не подходит вам по характеру, там находится вещь, предмет, который не соответствует вашим вкусам, взглядам. Это означает, что данный человек вас очень плохо знает и не стремится даже узнать лучше, так как ему это просто не нужно. Его не интересует возможность вам сделать подарок такой, чтобы вас он радовал. Ему нужно либо преподнести вам что попало, как говорят, для галочки, либо его и вовсе не интересует ваша жизнь, так как он не относится к вам с открытой душой, а находится возле вас по какой-то своей собственной причине, преследуя определенную выгоду. Может быть, конечно, и такое, что в какой-то момент человек не угадывает с подарком, так как не продумывает нюансы, поэтому с первого раза, конечно, не нужно быть категоричным, но если такое повторится, так и знайте, что сделано это не просто так, и уже стоит повнимательнее присмотреться к тому, кто преподносит такие подарки. Если человек преподносит вам подарок, на котором были следы использования или же у данной вещи, предмета, истекший срок годности, эти подарки в большинстве случаев преподносятся для того, чтобы вызвать у человека негативные эмоции, так как ему показывают то, что его не уважают, что ему можно принести и вручить все, что это мешает этому человеку. Когда у вас испорчено настроение, а у того, кто принесет этот подарок, он наоборот улучшится, он ощутит свою значимость, которую сам и повысит таким действием. Так он постарается унизить вас, ведь считает вас лучше него. Считает, что тот негатив, который вы получите, повлияет на ваше биополе. В таком случае не стоит показывать свои эмоции, чтобы не порадовать самолюбие этого человека. В разговоре через время можете обозначить, что делали в доме чистку и вынесли из него весь хлам, который за последнее время в него попал. При этом тщательно посмотрите на того, кто принес такой подарок. Ваш взгляд должен выразить пренебрежение. Если вам дарят что-то с острыми краями, например, ножи, лезвия, кинжалы, к таким подаркам относятся и все предметы, которые колятся. Это такие, как различные шпильки, булавки, шампура, вилки и так далее. Такие предметы обычно дарятся со злым умыслом, для того, чтобы разрушить биополе тому, кому они дарятся, и разрезать крепкую связь, например, между любящими людьми, притянуть в дом скандалы, недопонимания. Если тот, кому преподнесен такой
такой подарок, не понимая то, что он подарен не от чистого сердца, то, используя его в повседневной жизни, данный человек будет позволять негативу притягиваться в большем количестве к себе день изо дня и тем самым перекроет каналы, через которые в его жизнь поступают сильные и нужные энергии. Вокруг него будет не только образован энергетический застой, но и жизненно важный канал будет перекрыт. А значит, после получения такого подарка у человека ухудшится самочувствие, будут одолевать сильные депрессии, апатия, мигрени, утром будут отсутствовать силы, появится желание не вставать с кровати. Соответственно, желание добиваться каких-то успехов уйдет, придет неудача во всех делах. Если какой-то из таких подарков преподнесут молодой паре или людям, которые недавно заключили брак, это означает, что данный недоброжелатель преследует интересы, чтобы эта пара развелась, чтобы их совместная жизнь стала невыносимой. Также такие предметы, попадая в дом, будут ослабевать его особую энергетику, разрезая ее на кусочки, из-за чего, когда недоброжелатель будет приходить в дом и приносить с собой свой же негатив, он будет очень быстро вплетаться в месте, где она повреждена, а затем притягивать негатив извне. Жизнь в таком доме значительно ухудшится. Из него уйдет изобилие, начнутся денежные проблемы, а отношения между членами семьи станут некрепкими, будут возникать конфликты из ничего. Обиды начнут заполнять души, а обида на близкого человека, как вы знаете, это страшное ощущение, и оно способно разрушать человека изнутри. Если вам преподнесли какой-то подарок, вы его открыли, а у него имеется какой-то неприятный запах, ну, например, сырости или еще чего-то, от такого подарка нужно срочно избавиться, так как вместе с ним к вам притягивают злую сущность, которая должна сделать вашу жизнь невыносимой. Можете быть уверены, что данный подарок, кроме разрушений и бед, ничего в вашу жизнь не принесет. Поэтому посыпьте на него щепотку крупной соли, проговаривая такие слова: «Сущность, дорогу тебе к себе, своей семье и в доме перекрываю, ни на что влиять не позволяю. Ты пойди туда, где призвали тебя, там тебя ожидают, негативом дорогу выстилают». Как только сделаете это, выносите данную вещь без сожалений подальше от своего дома. Проделанным действием вы не только убережете себя от негативных последствий, но и вернете все зло, которое пытались вам подарить туда, откуда его вам принесли. Когда данный человек придет к вам с вопросами о своем подарке, так как он ощутит, что в его жизни стало много проблем, ничего не рассказывайте, просто скажите ему слово «спасибо». Так вы поставите между вами стену из энергии и разорвете связь, и очень скоро он и вовсе перестанет о вас думать и даже пропадет из вашей жизни, так как ему будет совсем не до вас, он будет думать, как справиться с теми пожеланиями, которые он излучал. Опасным является и подарок без упаковки, так как вы уже знаете, что вещь, которая с чем-то контактирует, она подбирает энергии того, с кем это происходит. Может она собирать и энергии, находясь в магазине всех тех, кто к ней будет прикасаться, или даже впитывать энергетику магазина, а потом передавать это все тому, кому будет принадлежать. Также подарок без надлежащей упаковки укажет на то, что тот, кто его преподнес, не желает вам ничего хорошего, не заботится о вас и не думает о том, чтобы сделать для вас что-то хорошее и приятное. Данный подарок он принес вам просто так, и ему совсем все равно, что вы о нем подумаете. А что еще хуже, этот подарок напитан негативом, посылами, которые этот человек излучает по отношению к вам, а в контакте с вами он начнет воздействовать уже на ваше биополе и отбирать у вас то, чему завидует даритель, передавая это ему. Не стоит принимать из зеркала, даже если оно красивое, необычное, так как с таким подарком у вас отбирают красоту. Она перейдет тому, кто вам его преподносит. Также зеркало способно притягивать порчу и проклятие, так как вы знаете, это сакральный предмет, который требует особого обращения и внимания. Если зеркало преподносится в день рождения, это делается для того, чтобы с вами поменяться судьбами. Обычно такой подарок способен в такой день преподнести глубоко несчастный, сильно обиженный человек. Зеркало, если оно заговорено, имеет также силу забирать жизненные силы, светлые энергии, отдавая взамен сплошной разрушительный негатив. И, как вы теперь понимаете, в вашем окружении есть люди злые, которые недовольны тем, что в вашей жизни все хорошо.
Поэтому, когда вам преподносят такие подарки, вы точно знаете о том, что в вашем окружении есть враги. И мы вам предлагаем очень простую, но в то же время действенную практику, благодаря которой вы сможете избавиться от врагов. Почему? Потому что, делая именно эту практику, вы возвращаете им все то, что они желали, отправляли вам в вашу жизнь. И у них начнутся настолько такие проблемы, что им просто будут не до вас. Итак, вы знаете имя врага. Что мы для этого делаем? Берем листок бумаги. Желательно эту практику делать именно в вечернее время. Если, например, вы чувствуете, что не можете дождаться вечернего времени, делайте тогда, когда вам удобно. Итак, берем и на листке бумаги пишем имя, фамилию и отчество человека, которого вы точно знаете, что он ваш враг, который отправляет вам негатив, посылы, завистливый, злой и так далее. Если вы не знаете отчество и фамилии, тогда пишем только имя. Знаете фамилию, значит пишем имя, хотя бы и фамилию. Нет, не знаете фамилию, бывает такое, значит просто пишем полное имя. Например, не Наташа, а Наталья, да? Не Таня, а Татьяна, чтобы вы понимали. Не Леша, а Алексей. Это очень важно понимать и знать. Итак, первая строчка, вы написали полное имя человека, кого вы считаете, что он-то ваш враг, ваш недоброжелатель. Следующая строчка, напишите это имя наоборот. После того, как вы написали, скажите следующие слова. Переписываю в обратном порядке имя, возвращаю все зло назад. Все, что говоришь, к тебе возвращается моментально. Да будет так. После этого возьмите этот листок бумаги и скомкайте. Вот представьте себе, что вы комкаете, и вот тот негатив, все то зло, что вам отправляли, вы возвращаете обратно этому человеку. После этого возьмите спичку, именно спичку, не зажигалку, и подожгите на тарелочке, например, это сделайте. Подожгите, и пусть листочек с именем, он прогорит. После этого отправьте этот пепел в канализацию, а на тарелку бросьте щепотку соли, так побудет пусть до утра, а утром хорошо промойте эту тарелку или эту емкость. Она обязательно должна быть стеклянная, может быть какая-то старая тарелка. И обращаем ваше внимание, в ближайшее время ваш враг появится на пороге, потому что его будут трясти, он даже не будет знать, что ему делать, потому что он будет понимать, что ему все вернулось в троекратном, а может быть даже в 10-кратном размере. Вот такая, друзья, действенная очень практика, попробуйте ее, и мы желаем всего вам самого наилучшего, берегите себя, берегите свое здоровье, всем мира, любви, благополучия. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите: я нахожусь под божественной защитой, пусть Вселенная вас защищает и оберегает. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.